Всех приветствую, мы в прямом эфире. Вижу, у меня уже есть первые зрители, и я бы хотела по традиции проверить с вами обратную связь. Напишите в чате, поставьте пятерочки, как меня слышно. Жду ваши пятерочки, а то, возможно, меня никто не слышит, а я буду здесь разговаривать сама с собой. Напишите в чате десяточки, как меня видно. Так, слышно меня отлично, вижу. Поставьте десяточки, если меня видно. Так, отлично, видно и слышно. Хорошо. Я сегодня со своим постоянным помощником блогера. Катерина, здравствуйте. Чтобы сегодня нас не отвлекали, мы будем вдвоем в эфире. Я даю минутку времени. Приветствую, Наталья. Я даю минутку времени нашим зрителям, чтобы больше к нам присоединились, потому что у нас сегодня, как обычно, по традиции, актуальная и денежная тема. И я, пока зрители наши присоединяются, я немножко вам хочу озвучить денежные аффирмации, которые я специально подготовила для вас. Ну, во-первых, любую аффирмацию Катерина, отличный вопрос. Что нужно делать, чтобы Вселенная давала нам подсказки? Я буквально через пару минуток отвечу на этот вопрос. И сейчас я вам озвучу список аффирмаций, которые я подготовила для вас. Я озвучу этот список, и вы из этого списка выберете для себя те, которые наиболее откликаются в вашей душе. Затем вы берете за основу какую-нибудь из этого списка аффирмацию и проговариваете ее в течение 21 дня. Ну, поскольку любая привычка формируется 21 день. Затем вы можете из этого списка взять другую денежную аффирмацию и проговаривать. Суть аффирмации заключается в том, чтобы как можно чаще проговаривать их в течение дня. Поначалу можно использовать всякие шпаргалочки, напоминания, ну, а потом уже можно и по памяти выучить и проговаривать эти аффирмации. Вы потом можете прослушать в записи и записать для себя аффирмации, которые вам наиболее откликаются в вашей душе. И они звучат таким образом. Я получаю деньги просто, легко и без приложения каких-то либо усилий. Я обожаю зарабатывать. Я являюсь богатым и успешным человеком. Деньги ко мне текут легко и свободно. Я хозяин своего богатства. Я достоин всего богатства. Процветание тянется ко мне. Я настроен на энергию изобилия и богатства. Вы выбираете, которая больше вам откликается, и, соответственно, можете использовать в повседневной жизни. Ну, пусть наши зрители постепенно присоединяются, а я озвучу тему сегодняшней нашей встречи. Тема сегодня у нас 5 способов привлечения денег в вашу жизнь. И сегодня я буду с вами освещать такие вопросы. Я расскажу, как различать и не пропускать знаки Вселенной, которые сулят нам скорую прибыль. И также сегодня вы узнаете, как избавиться от негативных убеждений, которые связаны с нехваткой денег. А также поделюсь, как притянуть деньги в вашу жизнь с помощью силой мыслей. И также узнаете вы в сегодняшней встрече причины недостатка денег в доме. И также расскажу вам мощную технику на привлечение денег. И первый вопрос, вот у нас поступил вопрос, что нужно делать, чтобы Вселенная давала нам подсказки. Ну, изначально, если мы формируем денежные цели, когда мы, например, поскольку я сказала, что деньги – это всего лишь энергия, и они приходят на наши цели.
И изначально вы должны определиться, что это могут быть за цели. Покупка дома, квартиры, там, каких-то предметов интерьера, неважно. И вы как бы делаете акцент на том, какая вам нужна для этого сумма. И исходя уже из суммы, вы ставите себе задачи. Возможно, вам нужно открыть свой бизнес, либо вы хотите найти высокооплачиваемую работу, возможно, вы хотите просто получить на работе премию. То есть, исходя из этого, вы ставите задачи. Потом вы подбираете различные техники, ритуалы, медитации, там обращаетесь за помощью ко Вселенной, и когда вы работаете в таком тесном тандеме со Вселенной, то Вселенная начинает вам оказывать подсказки. Многие люди трактуют, что подсказки, там кто-то скажет, они могут появляться, скажем так, таким очень довольно-таки простым способом. И, например, возможно, вы, когда зададите свой запрос на определенную сумму Вселенной, то это может быть, например, вы где-то увидите информацию по решению вашего денежного вопроса, либо прочитаете, либо, возможно, если вы ищете работу, то, возможно, вам кто-то порекомендует там какую-то престижную работу. Марина, здравствуйте, рада приветствовать вас сегодня с нами. Возможно, во сне вам может прийти информация. То есть разные способы могут быть. И если, предположим, например, вы хотите себе открыть свое дело, но, как правило, это же сопровождается определенным риском, и люди боятся совершать какие-то действия. Как нам понять, движемся ли мы в правильном пути? Соответственно, мы определились с денежной целью, выбираем для этого различные инструменты, и Вселенная нас направляет. Возможно, вы хотите в своем бизнесе заключить какое-то партнерское соглашение с кем-то, и вы не уверены, что у вас все пройдет хорошо. Таким образом, вам Вселенная начинает подсказки делать. Если они, например, ваши финансовые успехи будут незначительные, то это может выглядеть в виде подсказок, как вы будете находить во всех местах очень часто монетки. Это говорит о том, что вы немножко двигаетесь на правильном пути, но движение ваше будет долгое, потому что немножко выбрали для себя не ту стратегию. Если, предположим, вы найдете кошелек, возможно, кредитную карточку, то это будет свидетельствовать о том, что вы идете на правильном пути, и если вы будете двигаться в таком ключе, то, возможно, у вас будут большие финансовые, прибыль большая финансовая. Возможно, вы можете выиграть там в лотерею или другим каким-то способом джекпот сорвать. То есть таким образом вам Вселенная подсказку делает. Либо вы можете, например, когда у вас чешется левая рука, это тоже, кстати, к деньгам. Может быть, даже из собственного опыта вы такое замечали. Но это именно подсказки связаны с тем, когда ваше внимание сфокусировано на ваших денежных целях. Если при этом вы ничего не будете делать, то, естественно, и никаких подсказок вы от Вселенной не получите. Еще один из знаков Вселенной – это когда, например, птица возле вашего дома вьет гнездо. Птицы, как правило, вьют гнезда там, где намечается изобилие и богатство. Они любят строить жилища именно в таких успешных домах. Например, если вы найдете на улице какой-то ключ, неважно, старый или новый, еще к нам поступил вопрос, как правильно сформулировать денежное желание. Я на этот вопрос отвечу буквально в конце, потому что я буду рассказывать более подробно о технике, о мощной технике по привлечению денег, поэтому я буду отвечать на этот вопрос. Так что дождитесь и побудьте со мной до конца. Если вы находите ключ, то это говорит о том, что вы вообще именно на том пути, на котором вам стоит заострить внимание и продолжать двигаться какое-то определенное время, и тогда действительно ваши финансовые цели будут достигнуты. Следующий вопрос я бы хотела начать с того, как избавиться от негативных убеждений, связанных с деньгами. Во-первых, многие люди вообще годами не могут пробить финансовый порог.
они много работают, меняют работу, либо вообще сферы деятельности, открывают бизнес, но у них никак не идут дела. И они вообще не могут понять причины, с чем это связано. Возможно, вы наблюдали за тем, как вам в детстве родители, либо воспитатели, либо какие-то еще взрослые твердили о том, что деньги – это вообще зло, что деньги честным трудом заработать невозможно, что, например, вот у нас дед был бедный, родители у нас были бедные, и ты тоже будешь бедный, потому что у нас как бы, ну вот все мы по роду бедные. И вот таким образом у нас уже с детства формируются на подсознательном уровне вот такие негативные установки. Следовательно, когда мы уже становимся взрослым, то мы по результату и пожинаем эти плоды. Даже если мы будем стремиться к тому, чтобы разбогатеть, вот эти негативные установки будут нам мешать, потому что они уже заложены на подсознательном уровне. И если мы, например, Ксения, добрый вечер. Если мы будем, например, стремиться, чтобы открыть свой бизнес, но нам же с детства твердили, что мы бедные и нам не удастся. Вот здесь у нас вопрос, что нужно делать, чтобы вводились денежки и какой нужно выбрать цвет кошелька. Отличные сегодня вопросы, и я сегодня по ходу буду все на них отвечать. Поэтому будьте со мной и услышите все вопросы на свои ответы, вернее, все ответы получите на свои вопросы. И что касается вот этих вот негативных установок, например, как я уже сказала ранее, вы хотите разбогатеть, но вот эти вот все убеждения, они вам мешают. У вас нерешительность, сомнения. И, естественно, вы не делаете активных движений и предпочитаете, ну, все-таки мне же говорили, что я буду бедным, и не делаете попыток. Соответственно, чтобы как бороться с этими негативными установками, потому что они значительно усугубляют нашу жизнь и мешают нам разбогатеть. Во-первых, нужно избавляться от этих программ. Возможно, вы, конечно, сталкивались с тем, что, например, когда вы приходите в магазин, и вы видите дорогой телефон или какой-то дорогой костюм, либо какую-то дорогую вещь, то вы про себя проговариваете, что я не могу себе позволить такую дорогую вещь, у меня маленькая зарплата. Ну, конечно, кому-то повезло, потому что у них есть деньги, а я постоянно в нужде. Так вот, это говорит о том, что это ваши негативные установки. Вообще напишите в чате, если у вас какие-то негативные установки, как они вообще прослеживаются в вашей жизни. Напишите, вот я вижу опять у нас вопрос, какой процент нужно ежемесячно откладывать от своего дохода. И вот я сейчас буквально буду отвечать на этот вопрос. Напишите в чате, у кого какие есть в жизни негативные установки, которые мешают вам жить. А я пока приведу примеры, вот, например, из негативных установок. Большинство людей считает, что чтобы добиться успеха, нужно там работать очень много, и добиваться нужно успеха любой ценой, неважно какой. И также вот эти вот негативные установки, многие, у которых они присутствуют, считают. Вот еще есть вопрос, какие есть талисманы для привлечения денег. На самом деле сегодня очень интересные поступили вопросы. Я думаю, у нас будет сегодня с вами плодотворная встреча. И еще многие люди считают, что лучше меньше иметь денег, тогда будет стабильность и благополучие. Так вот, это все ваши негативные программы. Для того, чтобы от них избавляться, вам нужно перестраивать свое мышление. Нужно наблюдать за своими мыслями. И, например, когда вы приходите в магазин и ловите себя на мысли о том, что я не могу позволить себе эту покупку. Вот вы можете прийти там, либо даже проходите мимо ресторана, и вы ловите себя на мысли, что я не могу посетить этот дорогой ресторан, потому что у меня нет денег.
Как только у вас появляются вот эти вот негативные установки, вы сразу их переводите в положительные и говорите о том, что я могу себе позволить любую покупку, но немножко позже. У меня достаточно денег, чтобы, например, посетить этот ресторан, чтобы менялось ваше мышление и как бы подсознание ваше настраивалось на позитивную волну, скажем так. Следующий вопрос, с которым бы я хотела с вами поделиться, это как можно притянуть деньги с помощью силы мысли. Ну, как я уже сказала, что ранее говорила в своих встречах, что наши мысли формируют нашу реальность. Если вы на данный момент испытываете затруднения в финансовом положении, то я могу сказать с уверенностью, что это результат ваших прошлых негативных мыслей и негативных программ, потому что вы так считаете, и это привело вас к этому результату. Если вы будете продолжать в таком же негативном ключе, жаловаться и сетовать на то, что у вас нет денег, то вы в скором времени, ваши мысли приведут также к безденежью и нужде. Поэтому вам нужно избавляться от этих программ. Во-первых, вам нужно отсекать негативные мысли. Для этого идеально вам подойдут различные аффирмации. Можно использовать визуализации. Также нужно окружить себя позитивными и успешными людьми. Избавляйтесь от окружения неудачников, которые постоянно живут в нужде, потому что, общаясь в таком круге, вы также будете цеплять к себе вот этот вот весь негатив и энергетику безденежья. И очень помогают именно притягивать деньги, и на подсознательном уровне это когда вы делаете медитации, когда вы погружаетесь на уровень альфа-состояния. А вообще есть, как я ранее тоже говорила уже, уровни состояния. Это уровень активности вашего головного мозга. Если, например, вы спите и видите сны, то это состояние называется тета. Ваш мозг пребывает в таком пассивном состоянии где-то от 4 до 7 Гц. Когда вы бодрствуете, то ваша двигательная активность головного мозга где-то от 14 до 30 Гц. И в этом состоянии вы очень творчески находитесь, и у вас там вы можете делать различные там проекты, идеи. А когда вы находите ваша активность двигательного мозга находится на уровне от 7 до 14 Гц, то именно это уровень альфа-состояния, когда ваше подсознание открыто к различным установкам. Это состояние может быть вызвано самим человеком, когда он собирается спать или рано утром после пробуждения, но также можно вызвать с помощью медитации и войти в это состояние. И таким образом работать со своими мыслями, со своими желаниями и привлекать в свою жизнь деньги. Так, вернемся к нашим вопросам. Был у нас вопрос такой, что нужно делать, чтобы Вселенная давала нам подсказки. Ну, во-первых, как я уже сказала, для начала вы должны сформулировать свое денежное желание. Если вы будете бездействовать и не фокусировать свое внимание на целях, не делать никаких конкретных шагов, то, соответственно, никаких подсказок вы и не получите. Сейчас я подойду к такому вопросу. Как вообще узнать причины недостатка, денежного недостатка? Ну, я подобрала такие самые актуальные. Во-первых, первая причина – это когда человек тратит больше, чем зарабатывает. Вторая причина заключается в том, что когда человек не планирует себе покупки. Вот он пошел в магазин, и ему захотелось. Сейчас, секунду, выпущу своего. Вот. И для того, чтобы разобраться с этими
проблемами в жизни, вам нужно изучать уроки финансовой грамотности, чтобы правильно уметь распределять свои денежные средства. Например, когда вы, например, планируете себе покупки, там, растраты, напишите, например, какие вы планируете покупки, ну, вернее, затраты совершить в этом месяце. Ну и, соответственно, надо так, чтобы ваши покупки не превышали ваш уровень дохода. Также вот у нас там был вопрос, сколько процентов от ежемесячного дохода необходимо отлаживать в течение месяца. А вообще, знающие люди рекомендуют ежемесячно от вашего дохода можно откладывать 10%. И эта сумма не должна быть, то есть вы ее ни под каким случаем не должны тратить. Если у вас позволяют средства, вы можете отлаживать даже до 50%, но не больше от вашего ежемесячного дохода. Соответственно, вы должны расписать все свои расходы и вот так ориентироваться. Плюс еще вы можете также завести себе копилочку, ну и отлаживать деньги также в копилку, ну, помимо вашего 10% дохода. Так, у нас поступил вопрос, что вообще нужно делать, чтобы у вас там водились денежки, и какой необходимо выбрать цвет кошелька. Но на самом деле цвет кошелька имеет также большое значение. Первое – это обратите внимание, чтобы цвет кошелька был у вас, например, ну, цвет кошелька выбирать по определенным критериям. И обязательно, чтобы цвет кошелька был большой, потому что нужно, чтобы купюра у вас была полностью развернута в кошельке. Они, как обычно, покупают маленький кошелек, и потом эту купюру сворачивают, и непонятно, что с ней происходит. Вообще деньги, они не должны быть в мятом состоянии. И идеально подойдут именно кошельки из натуральной кожи и замши. Большим плюсом будет, если все-таки у вас на кошельке будут какие-то металлические вставки в виде там цветочков, и еще будет шелковая или хлопковая подкладка в этом кошельке. Остановимся более подробно, на каких цветах все-таки стоит остановить свой выбор, потому что, ну, какие кошельки более притягивают деньги. Обратите внимание, что черный кошелек – это символ мудрости, сдержанности, и этот кошелек, ну, как бы помогает концентрироваться на работе и привлекать в семейный бюджет, ну, много денег. Также привлекает деньги красный цвет кошелька. Это цвет успеха и активного увеличения материального состояния в вашем доме. Поэтому обратите внимание вот на этот цвет кошелька. Белый цвет кошелька, ну, во-первых, он необходим шопоголикам. И этот цвет помогает сдерживать вот этих вот людей, потому что когда они, шопоголики, заходят в магазин, то им почему-то хочется все буквально скупить. Поэтому вот этот цвет благоприятно действует на сдержанность таких людей. Ну и также золотые и серебряные цвета кошелька, это которые обладают очень мощной денежной энергетикой для привлечения денег в вашу жизнь. Также зеленый цвет оберегает ваш кошелек от различных краж и позволяет приумножать ваш денежный капитал буквально в самый кратчайший срок. Я бы хотела вот посмотреть, напишите в чате, какого цвета у вас есть кошелек в данный момент. Отлично, Наталья. У меня тоже есть красный большой кошелек. Ну, во-первых, начнем с того, что красный цвет – это мой любимый. Поэтому вот. Я, конечно, раньше этого не знала, но почему-то у меня все время привлекали внимание красные кошельки. У кого еще какой цвет кошелька? Ну, пусть пока наши зрители пишут. Так, у Марины зеленый. Отлично.
как вот уже это позволяет приумножать богатство в кратчайшие сроки. Я так предполагаю, Марина, что у вас по энергетическим денежным законам денег должно быть немерено. Но что-то мне подсказывает, что в ближайшем времени у вас вообще большие будут денежные приумножения. Я думаю, вы со мной согласитесь. Так, если наши зрители еще хотят поделиться, какого цвета у вас кошелек, то пишите, я озвучу здесь в чате, чтобы наши зрители и другие тоже узнали. А вообще напишите в чате, придаете, вот вы, вот я вам озвучила, что действительно стоит концентрировать внимание на цвет кошелька. А вы как считаете, что способен ли цвет кошелька привлекать деньги, там, изобилие в ваш дом? Напишите, мне интересно. Или вы все-таки скептически относитесь к этому вопросу? Ну, вы можете пока писать, а я продолжу. У нас поступил там такой вопрос, какие есть талисманы для привлечения денег. Есть такие, например, люди, которые очень заостряют на этом внимание, и они знают, как это все работает, потому что это все работает на уровне Вселенной, а Вселенная всегда исполняет наши денежные желания. И наиболее известный азиатский талисман на деньги – это лягушка трехпалая. Она с красными глазами и с камушков, и во рту у нее монетка. Если вы где-то будете видеть такой талисман, то вы можете приобрести, и она обязательно будет привлекать в ваш дом деньги. Также есть еще такой талисман для привлечения денег – это пузатая фигурка бога Хатея. Это вообще сильный денежный амулет. И в руках этого бога может быть мешок, либо слиток золота, жемчужина или бамбуковый посох. И эта фигурка очень любит, когда ему чешут пузико. Соответственно, она исполняет ваши все денежные желания. Рекомендую вам также приобрести такую фигурку бога Хаатея и регулярно ему почесывать пузико, чтобы он вас награждал денежными купюрами. Также есть еще талисманы для привлечения денег. Это лишь лошадка или дракон. И все эти животные, о которых я вам рассказала, это символ процветания, удачи и изобилия. Так что обратите внимание, и тогда в ваш дом придет изобилие и богатство. Вы можете на реальном опыте это все проверить. Перейдем дальше к нашим вопросам. Сейчас я бы хотела вам рассказать, то есть раскрыть признаки богатства, которые притягивают деньги и успех. Ну, поскольку мы уже с вами озвучили то, что кошельки привлекают денежную энергетику в ваш дом, но есть еще и одежда, и другие там предметы интерьера, которые привлекают деньги. И, соответственно, если вы будете использовать эти цвета, например, в одежде, в мебели, неважно, вообще повседневной жизни, то они будут привлекать вам удачу и финансовое изобилие. И, например, обратите внимание, что красный цвет вообще это цвет лидеров, а лидеры это такие люди целеустремленные и амбициозные, которые добиваются всегда успеха. Ну и, как правило, если человек такой амбициозный, то он предпочитает красные цвета, потому что это решительность, и они всегда доходят до конца. Также есть для привлечения денег немаловажное значение, это имеет фиолетовый цвет. Ну, это, конечно, на любителя. И этот цвет считается превосходством и богатством. И так уже сложилось, что это тянется уже давно, что его используют известные бренды и престижные марки. Ну, почему-то так, потому что они знают, что это привлекает деньги. И поскольку, согласно психологии цвета, этот цвет ассоциируется со свободной фантазией. Ну, конечно, этот цвет предпочитают не все.
Черный цвет – это символизирует о влиянии силы и роскоши. И это классика и традиционность. Ну, вообще, этот цвет с психологической точки зрения характеризуется как элегантность, безопасность, авторитет и сдержанность. Поэтому очень важно обратить внимание, какие больше всего вы в жизни предпочитаете цвета. И из этих цветов, которые я вам назвала, возможно, там шторы, либо какие-то, дома там мебель, чашки, одежда, неважно, автомобиль, вы можете просто расценить, если вам нравится этот цвет, то почему бы не воспользоваться и не использовать таких цветов в жизни по максимуму. Также серый цвет – это привлекает деньги, как считается, что это незаметная власть, но он, скажем так, считается таким непосредником и хорошо сочетается с другими оттенками. Поэтому, если у вас есть предпочтение к серому цвету, можете также использовать для привлечения денег. И зеленый цвет, обратите внимание на зеленый цвет, он вообще ассоциируется с развитием и ростом. И считается, что по фэншую зеленый цвет – это один из самых лучших цветов для привлечения денег. И хотела бы от вас получить обратную связь в чате. Напишите, вот из всех перечисленных цветов, напишите, какой у вас любимый. У меня, например, мне нравится зеленый, мне нравится фиолетовый. У меня вот, кстати, даже маркер фиолетовый. Мне нравится красный. Серый так я не скажу, черный. То есть, это у меня уже на подсознательном уровне. Я когда не застряла на этом внимание, но почему-то мне нравятся вот эти вот цвета. Возможно, это связано и с привлечением денег, потому что, не обижена я Вселенной и изобилием. Я жду от вас в чате, какой вы предпочитаете денежный цвет из всех, которых я вам озвучила. Ладно. Кто захочет, тот напишет, не будем вас ни к чему не принуждать. И я бы хотела плавно подойти к такому вопросу и рассказать о мощной технике по привлечению денег. И этот уникальный метод Шичко, и он доказал, что как все привычки, как дурные и хорошие, они формируются и заложены на уровне нашего подсознания. И он много над этим работал и разработал вот этот вот метод, который очень эффективно работает для привлечения денег. И суть этого метода заключается в том, как я уже говорила, что любой метод, любая техника, Наталья, если вы избегаете избегаете черного цвета, это не принципиально. Возможно, вы предпочитаете какие-то другие цвета. И, возможно, у вас будет какой-то преобладать другой цвет. Возможно, вы любите очень зеленый, и у вас может быть этого цвета очень много, или там красного. У меня, например... Отлично, Марина, нравится красный, зеленый и черный. Вы знаете, вот я что хочу сказать, что мне, например, нравится тоже из всех этих перечисленных цветов, еще я предпочитаю яркие такие цвета, желтые, там, салатовые, голубые, там всякие вот такие. Вообще это... Черный заменяю на темно-синий. Это не столь критично, что если уже не люблю черный, возможно, у вас преобладают какие-то другие цвета, и они также будут вам верно служить и привлекать в ваш дом изобилие.
Плюс еще есть такие оттенки, на которые люди акцентрируют свое внимание. Вот как я сказала, я люблю яркие цвета. Во-первых, эти цвета также символизируют о характере и чертах человека, решительности, амбициозности, целеустремленности. И если, например, вы видите такого человека, что вот ну, как-то яркая одежда или вот как-то может быть показаться, что он как-то выделяется из толпы и выглядит не так, как все, потому что у него такое все яркое, как у попугая, то это может говорить о его характере. И это говорит о том, что ну, он любит добиваться целей, ему присуща удача, потому что этот человек всегда добивается своих целей, потому что он движется только вперед. Ему не присуще, чтобы там стоять на месте и не доходить до своих целей. Вернемся к нашему методу Шичко. Как у нас поступил вопрос, как правильно сформулировать денежное желание. Ну, поскольку наша сегодняшняя встреча и вообще у меня канал посвящен денежной теме, то мы будем говорить только про деньги. Так вот, для того, чтобы сформулировать это денежное желание, нужно, давайте, например, определимся, что, например, какую, например, я возьму за пример, например, что я хочу иметь себе квартиру. Ну, например, квартира стоит $100 тысяч. То есть я уже знаю, сколько мне, ну, какая сумма денег мне нужна. И уже я буду свои действия направлять на эту сумму. Во-первых, ваше денежное желание должно сформулировано быть в единственном числе в настоящем времени, без частицы «не». И, например, я могу его озвучить так. Например, я хочу иметь там квартиру. И очень было бы неплохо, если бы вы уже даже определились с городом, определились с улицей, ну там домом, ну квартира это понятно, понятие такое относительное, где бы вы хотели жить. Потому что чем более подробно вы сформулируете свое денежное желание, тем Вселенной будет проще и быстрее его выполнить. Очень важно, когда вы сформулируете свое денежное желание и будете работать по этой технике, желательно его выполнять в течение 40 дней или лучше 108 дней, потому что это считаются магические числа, которые связаны с денежной энергетикой. Вы можете дополнительно прочитать о магическом свойстве 40, числа 40 и 108, ну, например, у Гугла спросить. Google вам более подробно даст эту информацию. Но я все-таки придерживаюсь, что нужно выполнять эту технику 108 дней. Сразу скажу, что на первый взгляд кажется, что ну что такое 108 дней? Выполнил и выполнил. Но когда вы выполняете эти рутинные действия, то они надоедают, и не каждый человек может выполнить эту задачу до конца. Суть этой техники заключается в том, что вам нужно определиться со своим денежным желанием. Второй шаг – это правильно его сформулировать. Без частицы «не», в единственном числе, более подробно прописать, что вы хотите. И суть этой техники заключается в том, что вы должны написать свое денежное желание левой рукой. И для того, чтобы написать это денежное желание, оно выглядит именно таким образом. Например, из того примера, который я вам привела по поводу квартиры. Например, я хочу иметь квартиру, например, в городе Москва, на улице Сторожевской, дом 6. Это мое денежное желание. Я хочу иметь. Вы пишете левой рукой. Эту технику желательно выполнять утром и вечером. Утром после пробуждения, вечером перед сном, так как когда вы отходите ко сну, ваша двигательная активность головного мозга где-то в районе от 7 до 14 Гц, и в тот момент у вас подсознание открыто именно к установкам и к вашим командам.
Если, конечно, для вас будет энергозатратно выполнять и утром, и вечером, тогда вы просто, ну, например, я это выполняю вечером. Для этого вы можете купить денежный блокнот. Ну, вообще рекомендуется цели, которые связаны с деньгами. Можно, конечно, написать в какой-то тетрадке, но желательно для этих целей купить какой-то красивый блокнот. Ну, вы представьте, что если вы будете прописывать, работать с этой техникой 108 дней, то вам нужно что-то такое поприличнее, чтобы оно не закончилось и хватило. Ну, на крайняк, если у вас закончится блокнот, заведете еще один. И, значит, по шагам сформулировали денежное желание, завели блокнот и перед сном каждый день пишите по следующей формуле. Я хочу иметь квартиру в городе Москва на улице Сторожовской, дом 6. Я могу иметь квартиру в городе Москва на улице Сторожовской, дом 6. И я имею собственную квартиру в городе Москва на улице Сторожовской, дом 6. То есть я хочу иметь, я имею, я могу иметь, и я имею. Вот, скажем так, 3 формулы. И вы каждую формулу записываете левой рукой. И желательно бы, чтобы вы, например, писали сегодняшнее число, например, 26 ноября 2021 года. И начинайте первое. Я хочу иметь, и записывайте это все левой рукой. Неважно, как у вас там получается. Именно левой рукой. Ну, конечно, если кто-то левша, тогда пишите правой рукой. Во-первых, потому что как бы все, что мы пишем левой рукой, это кратчайший путь к нашему подсознанию. Сразу хочу вас успокоить. Не ждите быстрого результата. Когда вы будете писать ежедневно в течение месяца, то потом уже у вас будут покидать силы. Во-первых, это очень рутинная работа. Но если все-таки вы не сольетесь, то я вас уверяю, то через 108 дней у вас обязательно будет результат. Но, к сожалению, до этого не доходит не все. Потому что все техники, которые связаны с деньгами, со Вселенной, ну, они очень такие, когда мы выполняем, результата нету. И когда нету результата, у человека падает мотивация. И опускаются руки, и он попадает своего рода в эмоциональную яму, и ему не хочется двигаться вперед, потому что нету мотивации. Ну а когда все-таки люди амбициозные, нацелены на результат, то они всегда доходят до конца. Ну, в принципе, я сегодня осветила все вопросы, которые я хотела с вами обсудить. Возможно, у вас накопились какие-то другие вопросы. Я готова выслушать. А вообще, сегодня я не проверила нашу географию. Давайте сейчас напишем, из какой вы страны и из какого города. Мне интересно узнать, откуда мои зрители. Пишите, не стесняйтесь, я жду. Так, пока никто нам не пишет, возможно, Беларусь. Отлично, Беларусь. Вообще, вот я смотрю регулярно свою статистику, анализирую, что с каждым днем, смотрит меня очень много стран, 10, и я вижу, что с каждым днем процент увеличивается. То есть людям интересно, вот тоже Беларусь. Отлично. Еще вот когда у меня выходят прямые эфиры, то потом мне зрители также пишут под прямой трансляцией, также в комментариях, из какой они страны. Из Турции, и там с Казахстана смотрят канал. У меня на канале есть очень активные зрители, которые мне приятно, что они смотрят мой канал. И
Есть у меня, я поделюсь с вами, есть у меня на канале такой Эдуард, зритель мой. Вот я думаю, он мою прямую трансляцию посмотрит, и вот я ему привет передаю, потому что он смотрит все мои видео, и мне приятно, что все те способы, техники, которые я делюсь в своих видео, в своих прямых трансляциях, он использует. А также мне приятно, что он делится своими, ну, как бы успехами, он говорит, что у него работает. Вот, и мне, конечно, это важно, что у моих зрителей есть результат, потому что, ну, своего рода мы, как бы я со своими зрителями на одной волне, и мы понимаем друг друга. Поэтому у нас все и работает. Ну, если нет у нас вопросов, тогда я благодарю всех за внимание, за то, что пришли поддержать меня. И я хочу вам сказать всем до свидания. А вообще, если хотите поддержать мой канал, тогда обязательно подпишитесь, поставьте лайк моему этому видео и напишите комментарий, понравилось вам или не понравилось. Если не понравилось, ну, соответственно, я буду улучшать контент для вас. Наталья, благодарю вас также, что вы со мной. Ну, поскольку вопросов нету, тогда я буду с вами прощаться. Всего доброго и до новых встреч на моем канале. Всем пока. С вами была Елена Макаренко. Марина, благодарю, что вам понравилось. Я стараюсь быть максимально полезной. Буду надеяться, что все мои способы, которые я с вами делюсь, вы будете внедрять в свою жизнь и улучшать свое финансовое состояние. Потому что техники, я реально ими пользуюсь и знаю, как они работают. Сначала я экспериментирую на себе, а потом делюсь с вами, потому что мне тоже хочется, чтобы у вас был результат. Всего доброго и до новых встреч!